Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович и добро пожаловать на одно из заключительных видео 2018 года. И сегодня мы посмотрим на перспективу движения самых крупных, самых масштабных активов на уже будущий 2019 год, на первую половину этого года. Ну и вообще разберем, какие варианты сделок могут быть уже в январе месяце. Поэтому, если для вас видео будет полезным и интересным, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, всех с наступающим Новым годом. Но прежде чем мы с вами перейдем к анализу и потенциальным сделкам на будущий год, мне бы хотелось, чтобы вы себе задали два ключевых вопроса, которые в один момент моей торговли радикально изменили подход к тому, что я делал. Тем самым мне удалось, опять-таки очень банальные вопросы, сейчас мы о них поговорим, мне удалось за счет этих двух вопросов так грамотно расставить приоритеты в пользу зарабатывания денег, а не в пользу просто анализа и пребывания на рынке. Потому что для большинства трейдеров само пребывание у графика это уже какой-то азарт, адреналин, какое-то удовольствие. Да? И сам факт, да, сам конечный результат отходит на второй план. Ну, ведь это то, что мы можем измерить. То есть это результат нашей деятельности, конкретный профит. И как вернуть фокус своего внимания на профиты? Так вот, вопрос звучит следующим образом. Первый вопрос. Я рекомендую это сделать каждому из вас, кто торгует хотя бы месяца 3, если вы торгуете. Какие сигналы или же что свойственно всем вашим убыточным сделкам? Что объединяет все ваши убыточные сделки? И что объединяет все ваши профитные сделки? Что между профитными сделками общего и между убыточными сделками общего? Если вы обратите внимание, ну то есть возьмете там хотя бы 50, 100, 200, ну чем больше, тем лучше сделок, вы увидите, что у убыточных сделок есть некая общая закономерность, некая такая четкая красная медвежья линия проходит вокруг этих сделок, и она может быть любая. Например, для меня в свое время, когда я задавал этот вопрос, объединяло вот эти убыточные сделки то, что я был слишком агрессивен при входе в рынок. Я не дожидался дополнительных подтверждений в сделке. Вроде сигнал есть, но он неполноценный. Ты думаешь, ну ладно, войду агрессивно. И вот таких договорников с самим собой, вот таких консенсусов, что можно, попробую. И вот чуть-чуть попробовал, небольшим объемом. И тут лосс, и так мелкий, набираешь, естественно, теряешь потихоньку уверенность. В любом случае, да, и со следующей сделкой более с такой опаской подходишь, да, уже более насторожен. Это естественная реакция. Вот. Поэтому для меня это были сделки, они были в целом вроде как по правилам, но такие хитрые очень, в том смысле, что агрессивного плана, то есть не было всех условий. Да? Во-первых, нужно, конечно, понимать, как выглядят все условия вашей сделки. Да? Поэтому я говорю, чтобы понять, как выглядят все условия или как выглядят хорошие условия, которые приносят деньги, вот как раз следующий вопрос. Что объединяет все ваши прибыльные сделки? В каких сделках? Что общего между сделками, где вы зарабатывали нормально? То есть по-любому, как минимум, один паттерн, одна ситуация, одно... Я не знаю, рыночное состояние, это могут быть трендовые, контртрендовые кондиции, это могут быть флетовые кондиции. Что вам более natural, то есть что вам больше свойственно. Но это очень сильный вопрос, очень сильное упражнение. Оно очень простое, но если вы его сделаете, вы поймете, на что нужно давить в будущем году. И как вы можете в будущем году стать значительно лучше, да, и сфокусироваться на том, что прет. Вот, например, трейдеры, которые у нас проходят обучение, я им всегда говорю, что вот все, что вы прошли, процентов... 50 точно отсеется из того, что вы прошли. Да, это круто, это работает, но вы просто это не примите. По разным причинам. Не подходит, не привык к этому, неважно. То есть много факторов. Но останется вот те 10, 15, 20, 30%, которые и будут вам приносить деньги. То есть то, что, как я говорю, то, что начало переть в самом начале, вот то, что вот здесь в первую очередь засело и пошло, и ты начал получать от этого профит, вот это твое. Вот для этого мы там учимся, развиваемся и так далее. Мы не используем все абсолютно. Мы находим вот эту ту самую нишу, или, да, как в бизнесе, ты находишь некую нишу, в которой ты просто расцветаешь. Ты до этого пробовал, не получалось, а ты расцвел вдруг. Вот то же самое в трейдинге. Ты пробуешь, и вдруг наткнулся на то, что
да, наткнулся на то, что, во-первых, тебе понятно, тебе интересно, ну, это тебе свойственно торговать ту или иную ситуацию, тот или иной рыночный паттерн и так далее. То есть то, что вот первое пошло, зашло, да, потому что у нас трейдеры торгуют и по разворотам, и во флете, и по паттерну опережающей, и по системе Trend Trader System. В системе Trend Trader System есть правила определенные, и правила подразумевают и во флете, и контртренд, и по тренду, и не обязательно все ведь торговать. Зачем? Когда трейдер может для себя выбрать и найти вот эту свою прибыльную нишу, да, вот это очень важно. Потому что все торговать прям подряд. Я тоже торгую избирательно, не торгую все абсолютно сигналы, да. И очень важный момент — это специфичность сигналов, да, кластеры, торговать кластеры. Что значит торговать кластеры? Кластеры — это где объединены все сигналы, которые вы используете. Например, мы используем 5 основных групп сигналов. Да, это состояние рынка гистограмма, это уровни RPI, это индикатор в виде стрелок Trend Change, и это ротацию изменить цвета бар с черного на белый, с белого на черный. Да, и вот эти 5 сигналов, нам нужно, чтобы эти 5 сигналов были, ну, большая часть этих сигналов, допустим, 3-4 сигнала были объединены в одном месте в одно время. Если это происходит, мы входим. И визуально продиктованные, то есть, опять же таки, сигналы, которые мы не можем чувствовать, мы не можем ощущать их как-то, мы не можем думать, а мы только можем видеть. Либо мы видим, либо не видим. Цвет такой, стрелка есть, стрелки нет. Уровень есть, уровня нет. То есть, то, что объективно, и что ты можешь делать системно. То есть, вот эти моменты, на мой взгляд, являются самыми главными для трейдера, потому что вы очень много времени уделяете системе, самой копаетесь, роетесь технически, да, это здорово, но зачастую стирается грань, вот что я говорил, о чем я говорил в самом начале, между основной все-таки целью, да, понятно, что нужно там стать системным, чтобы зарабатывать, да, но все равно между основной целью получать профит, то есть, ведь если ты не получаешь долгое время профит, сидишь у компьютера, ты теряешь веру в то, что ты делаешь, и очень сложно потом снова вернуться и снова настроиться. Или если ты там получал только одни лоссы. Поэтому, на мой взгляд, нужно держать в фокусе внимания, что не просто ты проводишь время у компьютера или какой ты молодец, анализируешь рынки, прям вау, как это тебя захватывает, как это тебя воодушевляет. Да, чтобы это имело конечный результат. То есть мы используем вот эту совокупность сигналов не для того, чтобы радоваться, ой, стрелка появилась, ой, стрелка, там, гистограмма сменила цвет. Нет. А для того, чтобы при определенных рыночных условиях, при взаимодействии всех инструментов между собой, мы входили, имели большую вероятность и на выходе получали профит. То есть вот эту конечную цель нельзя упускать, потому что некоторые трейдеры это опускают, для них уже просто как времяпрепровождение у компьютера становится нормой, и как бы, ну, анализирует он в рынке, он все новости слушает, он все знает, но по факту результат не меняется, да, и даже он не становится фокусом его внимания, то есть получение самого результата, а просто сам факт пребывания у компьютера, то есть анализ ради анализа, но не пребывание у компьютера, системная последовательность, системное соблюдение там правил, чтобы, да, быть профитным, то есть вот эта последняя часть, она опускается, потому что трейдер, ну, просто как бы уже в рынке, ну, как бы торгует, чтобы торговать, но не торгует, чтобы зарабатывать. Но сначала, конечно, нужно научиться торговать, а потом научиться торговать правильно. Да, это очень важно. Так, ну что, после такого вот предновогоднего вступления, после такой предновогодней речи, да, мы с вами приступаем к анализу. Еще раз, абсолютно рандомное видео, абсолютно, я люблю живые видео, потому что 5 лет я веду тренинги в режиме реального времени, и по 2-3 часа, а последние несколько дней я вел по 6 часов в день. Но это для меня привычная и комфортная среда, да, нежели там какой-то план составлять. Блин, ну, я не могу так, у меня не получается составлять план, я начинаю думать, что мне надо сказать потом, да, 99% видео, которые вы здесь встречаете на канале, это все рандомные видео, то есть это не видео составлено по плану. Вот. За исключением каких-то вебинаров, где, конечно, есть какая-то определенная программа, хотя, опять же таки, я не фанат этого. Это нужно делать, но... Ладно, по вашим лайкам, в общем, я пойму, что я тут наговорил, наболтал. Давайте перейдем к анализу и поработаем немножко с вами. Опять же таки, все, мои торги завершены. В этом году, естественно, 31 я не планирую торговать. Вернусь, да, где-то уже ближе к концу новогодних праздников к торговле. Да, пусть рынок немножко раскачается. Да, и я надеюсь, что рынок будет волатильным, да, в начале года в том числе.
как это было в конце, да, потому что в конце был достаточно волатильный рынок. Нефть, фьючерс WTI. А вот здесь самая интересная, пожалуй, ситуация. Посмотрите сюда, мы о ней говорили еще, когда цена была в консолидации, да, мы разбирали два сценария с вами, пробой консолидации классический, либо ложный пробой. Мы видим, здесь произошел классический пробой, цена пришла как раз, вот посмотрите сюда, ключевой уровень RPI, видите, вот здесь. Вот этот вот такой голубоватый уровень, 42 с копейками. Это ключевой месячный уровень. Еще раз, месячный уровень, ну, самый крупный, да, таймфрейм. Месячный уровень поддержки. Мы видели, цена упала и сформировала сигнал Trend Change Buy, то есть сигнал на buy. И мы говорим, отлично, раз цена в зоне, да, покупок, и мы видим сигнал, как мы можем купить. Как только вы открываете график, вам сразу становится картина понятна, вот за счет автоматизации. То есть я вижу сразу ключевой уровень, я вижу состояние рынка, я вижу сигналы, и вот эта информация, знаете как, она как пазл, если ты это регулярно репетируешь, она начинает у тебя собираться. То есть это же разная информация, ну в том смысле, что вот кусок тренд, этот кусок, там, я не знаю, сигналы какие-то, это уровни, это паттерны, это же изначально как бы разная информация. Но когда ты регулярно одно и то же репетируешь, она у тебя сразу собирается, как только ты смотришь на график. Почему? Потому что ты это глазами очень много раз видел. Вот почему я говорю, что вам важно торговать один таймфрейм, либо одну связку сигналов, таймфреймов, активов, чтобы вы привыкли к этому. И каждый раз, когда вы видите ситуацию, вы не тратили, ой, надо мне входить, думали, не думали. У вас не будет вот этого вот дисбаланса внутри, когда вы очень много раз это повторяли, у вас появляется вера в то, что вы делаете, потому что вам это привычно. Понимаете? То есть вам нужно торговать то, что привычно, свойственно вам. Но чтобы это торговать, нужно это много раз повторить. Понятно, да? И когда я смотрю на картинку, и наши трейдеры, которые торгуют у нас достаточно давно, да, хотя вот практика показывает, что это может быть связано с более эффективным обучением нашим, не знаю. Но практика показывает, вот если сравнивать там 3-4 года назад и сейчас, трейдеры быстрее формируют вот эти вот установки, которые им необходимы для спокойной, комфортной, последовательной прибыльной торговли. Раньше это было чуть больше времени занимало, сейчас чуть меньше. То есть, возможно... Не буду сейчас набивать цену себе. Понятно, да? То есть, когда вы смотрите на картинку, у вас пазлы начинают собираться. Если они не собираются, просто сделки нет. Почему, когда я смотрю на график, я говорю, у меня сделки нет? Это не значит, что ее вообще нет. У меня нет сделки. Мои пазлы не собираются. Okay? Потому что, еще раз, мы торгуем кластеры. Кластеры — зона скопления сигналов. Еще раз, кластер — зона скопления сигналов. И вам нужно торговать кластеры. И мы видим уровень месячный, мы видим Trend Change Buy, мы говорим, отлично, если, да, еще раз, это очень важный момент, посмотрите сюда, вот я хочу обратить ваше внимание визуально, посмотрите на график, да. Мы увидели ротацию бара вот здесь, посмотрите, какая ранняя ротация бара, мы тоже этот сигнал торгуем, сигнал раннего изменения вероятного состояния рынка, когда у нас все остальные инструменты будут показывать там, что тренд бычий, да, а мы видим, когда мы видим вот такое изменение, это нередко приводит к падению. И вот что я сейчас хочу сказать, что если мы увидим ротацию бара на белые, вот здесь, вот в этой зоне, то есть если мы здесь увидели и здесь увидим, то есть примерно так же здесь мы были у какой зоны? У чудовищной зоны сопротивления. Да, и здесь мы у чудовищной зоны поддержки. Да, это тоже месячные стратегические уровни. И здесь месячный уровень, то есть от месячного к месячному, да, уровню. И если здесь мы увидим изменение цвета бар, это потенциальная покупка. То есть это уже поиск сигналов на длинную сделку. Да? Понятно, да? То есть я вижу, что цена на уровне. Раз, кластер, да, номер один. Второе, есть сигнал TC Buy, да, абсолютно. Что еще я из своей системы могу сюда добавить? Изменение цвета, бар, да, то есть ротацию, то, что я вижу. 3, покупка, да. Опять-таки, масса вариантов, как можно покупать, можно использовать даже там, я не знаю, меньший таймфрейм, потому что на меньших таймфреймах там на самых лоу был сигнал, мы это видели с трейдерами, на часах даже, да? Вот здесь внизу мы видели TC Buy, и вот она, кстати, вот вам пример. Да? Это опять-таки чисто, да, я вам демонстрирую, что я имею в виду, да? Вот здесь. Вот он месячный уровень, да? Вот он TC Buy, и вот она ротация бара, ранняя ротация бара в этой зоне. Это что, кластеры? Еще раз, совокупность сигналов, кластеры, кластеры. Первое, RPI месячный. Это я вижу или нет? Еще раз, коллеги, я не устаю об этом говорить. Визуально продиктованный сигнал. Вы не представляете, как это сильно влияет на мозг. То есть это создает последовательность, которая заменяет эмоциональный фон. Когда у вас нет последовательности в действии, у вас есть эмоции.
Эмоции невозможно убить, их избежать. Они всегда есть, у всех есть абсолютно, сколько бы вы ни торговали. Всегда есть сожаление, можно было поддержать, можно было подождать и так далее. Окей? И это очень сильно повлияет. Еще раз, последовательность замещает эмоции. Нет причины быть эмоциональным. Почему? Потому что есть причина быть последовательным. Хочется быть последовательным. Это сильнее становится, чем эмоциональный фон. И как сказал Марк Даглас, да, mind over market. То есть, таким образом, да, сознание над рынком, а не market over mind. То есть, когда рынок над твоим... То есть, эмоциональный фон и последовательность. Вы выбираете. И чаще начинающий трейдер, страдающий, выбирает эмоциональный фон. Да? Вот и все. И действует с позиции чувств, а не с позиции того, что он видит. Это сложнее немножко, потому что хочется всегда привнести свое мнение в торговлю. Понятно, да? Первое, RPI месячный. Второе. Вот я вас спрашиваю, вы это видите или нет? Абсолютно. Trend Change Buy. Посмотрите, где мы увидели сигнал. Один из самых ранних сигналов на вероятный разворот рынка. TC Buy. Или с приставкой второй C. Видите, две C стоят. Да? Следом, я говорю, отлично, у меня два условия есть. Можно войти по двум? Можно. Мы используем вход по двум условиям. А если подождать третьего, более консервативно, да? Это второе условие, да, это третье. Что? Ротация бара, buy. То есть на изменение цвета бара, buy. Стоп ставится за low, окей. То есть это тоже вариант, да, мы можем использовать таким образом. Понятно? Вот что я имею в виду, когда говорю здесь про кластеры. Да. Это нефть, идем дальше. Конечно, цена может пойти вниз. Мне абсолютно все равно. Ну, в том смысле, что здесь могут другие кластеры быть. Какие, например? То есть цена может пробить уровень. Может, абсолютно, я же не знаю этого. Да? Но пока цена не пробил уровень, то есть уровень действительно, пока он не пробит или не пробит ложно. Идем дальше. Золото. Gold. Что мы здесь видим с вами? Да, проанализируйте, пожалуйста, график. Посмотрите на него. Что вы здесь видите? Это же очень просто. Да? Вот это как бы, ну как просто? Ой, да вы что, это просто. Сейчас не речь про другие факторы, сейчас речь про анализ рынка. И в последнее время мы радикально сократили время на анализе рынка. Мы сейчас вообще не анализируем рынок. Мы сразу смотрим, есть, нет, все, есть, нет, есть. Вот посмотрите, да? Просто я сейчас разжевываю, чтобы вам вы могли это к своей торговле применить. Да? Какое состояние? Бычий рынок. Сразу мы можем сказать. Почему? Потому что пробили RPI раз. Гистограмма у нас соответствующего цвета. Бары мы видим, как здесь цена поменяла, как здесь произошла ротация бара. Больше бары не меняли свой цвет. То есть мы видим абсолютно бычий устойчивый моментум. Да, бычий устойчивый моментум. Я говорю, ну отлично. Сейчас цена находится где-то там в районе 1208 за тройскую унцию. И у нас первый вопрос в голове. Если мы растем и где-то, ну допустим, вот сейчас пусть будет некая точка остановки, да, вот просто. Если цена здесь находится, относительно чего она находится? Ну то есть, если цена здесь, я же должен понять относительно, что это за уровень вообще, что это за 1280, да, если я сюда поставлю. Я смотрю налево, самая ближайшая зона, что там напротив этой зоны. Я вижу предыдущий уровень, посмотрите. Да? Мы видим предыдущий уровень поддержки пробили, и до сих пор его пробили еще, когда у нас это было, в июне месяце, да, его пробили, но еще не вернулись, и только сейчас цена вернулась к этому уровню. Я говорю, ну отлично. Могу я здесь искать длинные позиции, если я торгую на дейли? Нет, абсолютно. Да? Почему? Потому что я стою напротив зоны, где в последний раз, да, цена отбилась, а когда пробили, обвалились страшно. И, более того, если я покупаю, я хочу покупать вблизи зоны поддержки, а не зоны сопротивления. Да? Я говорю себе, ну хорошо, у меня здесь нет сигналов на покупку. Никаких. Да, у меня тренд бычий, но нет сигналов. То есть есть ситуация, но нет сигналов. Что значит сигнал? Нет стрелочного сигнала, например. Либо нет сигнала на продолжение движения, то есть коррекция, например. То есть вообще ничего нет. Мы видим чистый импульс. Причем этот импульс, да, практически одинаков с этим импульсом. Я говорю, ну хорошо, раз рынок бычий, да, вариант номер один. Да, если я только трендовый трейдер, я хочу видеть коррекцию, но до коррекции еще очень далеко. Посмотрите, где ближайшая структура, это 1250, это 300
пунктов. Диапазон это очень много. Я говорю, ну хорошо. Если в этой зоне рынок сформирует для меня сигнал на продажу, например, ротация бара и сигнал стрелочный TC Sell, то есть то, что я сейчас вам показывал по нефтяным фьючерсам, это будет контртрендовая сделка, если я торгую против тренда. Понимаете, да? Не то, что я сегодня захотел, а завтра нет. Торгую я всегда или не торгую, я всегда в таких-то условиях. Пазл, какой я торгую, да, какую связку. Поэтому если, посмотрите, опять модель мышления пошла, то есть мы начинаем раскручивать. Если я увижу в районе 1280, полная прозрачность действий, 1280 сигнал TC Sell. Почему TC Sell? Потому что этот сигнал отвечает за разворот или же, как минимум, за коррекцию рынка. И если я увижу TC Sell напротив ключевого уровня, и затем увижу, например, ротацию бара, либо я здесь могу увидеть слабую вершину, это один из паттернов, который мы используем. То есть, что это мне дает? Это мне дает, еще раз, кластеры. Какие? Опять мы берем RPI, это раз, галочка, есть RPI, то есть, что уже присутствует. Дальше я говорю, что если появится Trend Change Sell, 2, кластер, да. Следующее, изменение цвета бар, да. MBA это индикатор, который отвечает за изменение ротации бара. MBA Momentum Bar Alert он называется. Да. Если здесь это произойдет sell, это вариант номер 1. Рынок может обвалиться отсюда без сигналов? Легко. Знаю я это? Нет, а что я знаю? Свою последовательность, свой пазл. Я говорю, ну хорошо, а если рынок пойдет дальше? Ну, то есть будет цена, может такое быть? Да, конечно, вы видели прошлый год золото. Прошлый год, да? Правильно? Причем интересно, что как раз в этот период, я помню, мы же так потихоньку заканчивали торговлю в том году, и рынок где-то в середине декабря как начал, да, с ума сходить золото. Да, и вот как раз сейчас тоже мы видим достаточно хороший рост золота, и, кстати, примерно некая симметрия даже наблюдается в плане того, что котировки, ну, примерно вот на одних, да, не где-то там далеко. Так вот, если рынок продолжит расти, может быть, да, абсолютно, я не действую, я не вхожу сюда, я не участвую в позиции. Почему? Потому что я вижу, что у меня впереди еще одна ключевая структура. Да? Я не знаю, где рынок может где-то в середине среагировать, но я знаю, что рынку свойственно реагировать возле ключевых зон. Иногда чуть повыше, иногда чуть пониже. Поэтому я понимаю, что первая зона, где я хочу увидеть связку своих сигналов, это здесь, 1280. Если рынок ее игнорирует, хорошо, следующая связка это 1300 за тройскую унцию. Да? Понятно, да? Либо если я торгую по тренду, то я говорю, ну хорошо, пусть она придет сюда, но это более такой долгий сценарий, и нужно очень много времени потратить еще, ждать нужно, ждать. То же самое мы делаем на минутки, на 5 минутки, неважно какой таймфрейм, абсолютно, неважно какой актив, не имеет никакой, нет никакой разницы между ними. Понятно, да? Идем дальше, фунт-доллар. По фунт-доллару очень интересная картина, и опять, что самое интересное, мы видим очень много вот таких похожих ситуаций рыночных. Внимание, недельный график пара фунт-доллар. Что вы здесь видите? Вы видите, что цена пробила уровень. Это месячный уровень. Мы его пробили на недельном графике. Подошли и пробили обратно. Ну, хотя еще недельный уже закрылся, месячный еще не закрылся, но тем не менее, да, у нас один день остался. Да? И мы видим, что на недельном графике мы пробили обратно. Да? Закрылись выше уровня. Мы видим Trend Change Buy. Еще раз, вот посмотрите предыдущее видео по ложному пробою. Вот то же самое опять мы видим. Вероятный ложный пробой, да, потому что здесь нужны критерии. Первый критерий какой ложного пробоя? Цена должна пробить уровень. Раз. Второй критерий какой ложного пробоя? Мы должны после пробоя уровня увидеть сразу сигнал, который называется Trend Change Buy. Затем, то есть цена не может уйти ниже. Посмотрите, да, мы видим, что пробили, и все, дальше дело не пошло. Не смогли уйти ниже. Следующее, третье условие, это обратный пробой уровня. То есть закрытие телом. Давайте поближе сделаю, чтобы вы видели. Так, наверное, так будет лучше, да? Закрытие телом выше. То есть мы пробили уровень вниз и пробили его телом, закрылись выше, обратно. Да? Прям встали в районе 21-27. Я говорю, хорошо, это 3 условия. Но мне 4-е нужное условие. Это изменение цвета бар, да? С черного на белый. Мы можем перейти на daily график, да? И увидеть здесь ту картину, о которой тоже говорили порядка недель 2 или 3 назад. Мы говорили о том, что после провала вниз мы видели тоже сигнал на покупку вот здесь. И рынку так и не удалось обновить минимум, даже протестировать. И посмотрите, как последовательно мы делаем более высокий минимум. Да?
То есть мы имеем очень агрессивную формацию, и если рынок пробьет, закроется выше, да, и мы сейчас перешли на дейли, закроется выше, и мы увидим изменение цвета свеч, то это покупка. Пробой, покупка. Чаще всего вы будете видеть достаточно интенсивное движение наверх, но для этого рынку нужно продавить вот эту зону и сменить цвет бара. Обязательно для нас. Опять-таки, вы можете использовать свои критерии, абсолютно любые. Да, я сейчас говорю то, как мы используем сигналы системы. Вот эти 5 сигналов основных. Микс в зависимости от рыночной ситуации. Если пробьет вниз, окей, никаких проблем. Да, там совершенно другие сделки могут быть. Так что это очень интересно, и мы видим, как по недельному графику, да, цене не дают опуститься дальше. Да. Цене не дают опуститься дальше, и мы можем претендовать здесь на сделку контр, да, тренда на ложном пробое. Да, на ложном пробое. Ну, пока еще далеко, все-таки какое-то время нужно подождать. Так, давайте посмотрим на... потом, может быть, сейчас сколько у нас уже времени-то прошло? Уже много времени прошло. Давайте посмотрим на NASDAQ. Наверное, мало кто из вас торгует. Это потрясающий инструмент, очень активный, очень волатильный. Ну, ладно, NASDAQ не будем особо, наверное, на нем зацикливаться. Да. Оставим его в покое. Хотя здесь тоже есть предпосылки роста NASDAQ. Но давайте доллар-иена и доллар-канадец здесь закончим. Не будем. Доллар-иена, доллар-канадец здесь закончим. Так, доллар-иена, дейли график. Какое состояние рынка? Медвежий рынок. Да? Мы видим бары черные, гистограмма красная преимущественно. Да? Мы видим, что цена подходит к предыдущей недельной структуре. Это отметка 109, ну грубо 110. Очень важное круглое значение, стратегическая зона 110. Да? Но до этой зоны еще не то что далеко, но есть небольшой запас. Да, я говорю, хорошо, отлично. Если цена продолжит падать, да, и пробьет, закроется ниже этой зоны, то я буду искать сигналы, которые мы называем сигналы моментума. То есть сигналы торговли в моментуме. И это не против тренда, это моментум. То есть ты прыгаешь в движение. Да? Ты прыгаешь в это движение, да, движение по тренду. Да? Почему? Потому что если эта зона не устоит 110, следующая структура, внимание налево, да, ключевой уровень RPI это где-то 108, то есть 200 пунктов диапазона. Да? То есть это другая техника входа. Техника входа предполагает обязательные условия. Первое условие это гистограмма, да, она должна быть красной, если мы продаем, бары должны быть черные, никаких отклонений в другую сторону. Первое это гистограмма, второе гистограмма, второе это свечи, бары, ну пусть будет бары, да, бары соответствующего цвета. И если здесь есть причина на вход, как правило, мы используем пробои, да, разные варианты пробоев, сейчас не будем зацикливаться, да, мы входим на sell, ставим стоп-лоссы за консолидацией. Нам необходимо, чтобы здесь была некая форма консолидации, чтобы поставить за ней стоп-лосс, да, и цели на ближайших структурах. Либо можно использовать Фибоначчи зоны, да, и нередко они будут совпадать с уровнями. Давайте посмотрим доллар-канадец, закончим. Заключительный актив мы видим бычий рынок, да, вот сразу, что мы видим? Я сразу смотрю вниз на гистограмму, рынок бычий. То есть я не придумываю ничего от себя, я не пытаюсь там привнести свое мнение, он сильный, он слабый. Ну что значит он сильный, он слабый, какие признаки сильного, как какие-то визуально продиктованные сигналы, как это выглядит на графике, когда тренд слабый, как выглядит на графике, когда тренд сильный, как выглядит на графике, когда тренд разворачивается. То есть конкретно дай мне визуальное описание того, что ты подразумеваешь словами своими. Вот что важно, потому что болтать можно все что угодно, а показать это, да, вот что важно. Почему? Потому что это у вас вот остается здесь. А говорите вы сегодня одно, сказали, завтра другое говорите. То есть где ваша последовательность, где системность в этом? Невозможно быть системным, если это в голове, и эти мысли постоянно меняются на основе того, что ты услышал новости, либо тебе кто-то что-то сказал. Поэтому сразу, да, первое, на что наши трейдеры смотрят, они смотрят на состояние рынка. Нам ведь нужно понять, что делает рынок. Он находится в тренде, либо он уже слишком высоко у структуры сопротивления, например, как нефть, да, слишком низко и находится у структуры поддержки. Почему? Потому что последний раз там были сильные реакции на бай, и мы понимаем, что если здесь будут доп-фильтры наши, мы купим. Мы не знаем, будет ли это профитный трейд или убыточный трейд. Очень часто трейдеры хотят знать, что вот точно, если есть сигнал, то значит развернется, да, цена, что точно вот произойдет именно так, да, что там 100%, 99%, что цена развернется. Они хотят вот это знать, да, но это попытка просто контролировать конечный результат, который невозможно контролировать. Вот это очень важно. Не нужно фокусироваться на том, что произойдет. Ты не знаешь, какой сделки что ты сделаешь. Да?
но ты используешь все возможности своей системы, да, и если цена идет в твою сторону, ты развиваешь свой успех, добавляешь к позиции, либо расширяешь take-profit и так далее, но не расширяешь стоп-лоссы, наоборот, сужаешь стоп, расширяешь профит. То есть не делать то, что делает большинство трейдеров, расширяют стоп, сужают профиты, а наоборот. Да. Даже 2-3 сделки, которые ты совершишь, и попадешь в хорошее движение, и будет достаточно, чтобы они закрыли достаточно большое количество убыточных сделок, мелких убыточных сделок, которые не влияют на общее состояние твоего депозита. Да, а 1, 2, 3 профитные сделки могут смело их перекрывать. Да, и получив 2-3 профита хороших подряд, ты уже оставляешь себе хорошую подушку безопасности, финансовую, психологическую, и торгуешь достаточно комфортно, понимаешь, что ты не торгуешь, да, там, себе в минус, а ты торгуешь, используя прибыль, которая у тебя есть. Поэтому так важно, выбрав сделку, попав в движение, не убивать, не выходить из сделки. Потому что если ты вышел из позиции, то у тебя нет шансов больше, ну, по большому счету, если движение продолжается. Да, но если ты еще в позиции и при этом без убытки, да, и цена пошла, то пошла в твою сторону. В лучшем случае ты положишь большие деньги, в худшем случае ты выйдешь по нулям. Для меня очень часто трейдеры спрашивают, как я управляю позицией. Возможно, мы проведем тренинг отдельный, я там запишу видео по управлению позицией. Для меня очень важный момент в том, чтобы это может быть правильно, неправильно, мне абсолютно все равно, потому что это мой трейдинг, да, это мои позиции, мои сделки. Но я поделюсь с вами, как я это делаю. Для меня маленький профит сравни лоссу. То есть я либо получаю стандартно фиксированный свой стоп-лосс, ну то есть в долларах, в пунктах, да, либо я получаю безубыток, либо я получаю большой профит. То есть я не пытаюсь зафиксироваться скорее. Я если вижу, что цена идет в мою сторону, или там уже недалеко от take profit, я могу что сделать? Перевести позицию в ноль, либо чуть пониже, чтобы взять спреды, там, да, проскальзывание, и убрать тейк еще дальше, если я вижу, что пошло движение. Да? То есть вот таким образом. То есть либо я пытаюсь взять максимум со своего движения, да, используя структуру, используя весь наш арсенал, да, технический, который вы видите на графике, либо я лучше выйду по нулям. Вот таким образом. Почему? Потому что я убежден, что результат в трейдинге делают 1, 2, 3, опять же, ну смотри, какой таймфрейм у вас, 3, 5, 10 сделок, да, за определенный промежуток времени. То есть не все сделки, а отдельные, где вы реально попали в движение. И вам нужно задать себе вопрос, что свойственно всем этим сделкам, 2, 3, 5, 10, где вы попадали, что предшествовало этому, и вы входили, да? И это будет как раз той самой подсказкой к тому, что вам вообще нужно торговать. И как нужно торговать. Понятно, да? Итак, доллар-канадец. Бычий рынок сразу. Бары белые, гистограмма зеленая. Отлично, мы растем. Да? И вот то, что мы задавались вопросом по золоту. Цена растет относительно чего? Я сейчас ничего не вижу слева. Я просто открыл, смотрю. Я вижу, что отметка 36. Страшная, да, цифра. 36 666 почти. Ну, отлично. Где моя ближайшая структура? Никуда не смотрю, только вот на этот отрезок, daily. Да? Ближайшая структура вот здесь, которую мы прошили. Здесь даже был идеальный сигнал, который мы торгуем. Да? Уже не столь важно. Да, вот ближайшая структура. Предыдущая зона чего? Сопротивление. Подошли, отскочили, пробили, вернулись и улетели наверх. Да? Новый хай. Да? Мы далеко от зоны ценности. Почему? Потому что я хочу покупать в зонах ценности. То есть рынок далеко. Да? Ближайшая структура это отметка 34. Да, как правило, ключевые зоны, да, ложатся на некие круглые значения. Я понимаю, что если я куплю, то только здесь. Поэтому я говорю, ну хорошо, давайте посмотрим относительно чего находится цена. Есть ли там предыдущая структура какая-нибудь? Потому что я ничего не вижу здесь. Я смотрю налево, я не вижу никакой предыдущей структуры. Здесь напротив текущих цен. Я вижу тренд change sell. Вот посмотрите. Посмотрите внимательно сюда. Не важно, что сделает рынок. Важно, что делаете вы. И делайте это последовательно. Еще раз, это очень важно. Вы не знаете, как среагирует рынок в той или иной ситуации. Он может реагировать без уровня, без сигнала. Сам по себе. Это не имеет значения. Вы это не знаете, не можете еще раз контролировать. Хочется, но не получится. Вы можете контролировать ваши действия, которые согласуются с торговым планом, протестированным торговым планом, с вашей последовательностью событий, которые вы видите на графике, которая приводит к вашим действиям. Okay. Я вижу TCSL здесь. А что еще я вижу согласно своей системе? Что еще? Ничего. Бары белые, гистограмма зеленая. Вот здесь посмотрите. Вот в этой ситуации я вижу TCSL, видите, наверху. Да? Но что-нибудь предшествовало из дополнительности? Нет, абсолютно. Ничего.
Я буду сожалеть о том, что я здесь не вошел? Нет, абсолютно. Почему? Потому что я не знаю, как рынок здесь реагирует, но я знаю, что мне нужно первый, второй, третий, чтобы войти. Одного сигнала недостаточно. Понятно, да? Вот это называется сбалансированный трейдинг в балансе с собой, со своими правилами. И где отсутствует сожаление, еще раз, отсутствует сожаление, вы всегда будете сожалеть, но когда у тебя есть торговый план, это у тебя твердое, ты знаешь куда, да, к чему апеллировать, на что ссылаться, а когда ты вошел, ой, зачем я вошел? У тебя нет причины, но ты вошел. Понимаете, да, вот это вот эмоциональная такая игра, то есть это ментальная игра в первую очередь. Поэтому здесь ничего нет, один критерий, один сигнал. Я говорю, хорошо, если вот этот сигнал появился бы напротив экстрима, то мы могли бы создать что? Кластер, кластер. Допустим, Trend Change Sell здесь, стрелочный сигнал напротив ключевого месячного абсолютного экстрима, где рынок, дойдя до этой точки, я не знаю, что с участниками произошло, медведи просто, я не знаю, пустились в пляс, что с ними случилось. Да, это как раз март 2017 года. Достаточно старые экстримы. Да? Вот. И тогда мы имеем некий класс, то есть связка, да, пошла, то есть мы имеем Trend Change, затем мы имеем RPI. Я сюда могу добавить, что изменит цветобар, например, в этой зоне, ближе к этой зоне. Либо я могу добавить SV, слабую вершину. То есть создать вот этот кластер контртренда, да, а если я торгую по тренду, то ближайший вот здесь. И все, я ничего не делаю здесь, я не пытаюсь здесь участвовать. Почему? Потому что я вижу, что моей связки здесь нет. Для меня моя последовательность важнее моих эмоций, моего желания быстро войти. Ой, сейчас развернуться, ой, сейчас там плохая новость будет, ой, сейчас там что-то слабенько. Еще раз, я это специально показываю, чтобы вы понимали, что как мы делаем, как мы торгуем, да, как мы используем сигналы наши, совокупность наших сигналов, как наши трейдеры это делают по тренду, против тренда, в состоянии моментума. Четко понимая, первое, еще раз, записывайте себе. Первое, состояние рынка, кондиции рынка. Вы должны четко понимать, что делает цена сейчас. Если цена в тренде прет, это не значит, что можно купить. Почему? Потому что мы можем стоять напротив ключевой структуры слева. И мы говорим, раз цена прет, и мы напротив ключевой структуры слева, то сила сигнала номер один, ключевая структура уже присутствует. Я начинаю добавлять, нанизывать. Если сигналов нет, я просто говорю, нет сделки. Никаких проблем. Я не пытаюсь искусственно ее создать там, где ее нет, или придумать, или почувствовать, или как некоторые, это у меня интуиция. Ничего подобного. Окей, интуиция — это опыт, продиктованный репетицией. Очень важно это понимать. Когда ты знаешь, что чаще всего происходит, когда появляются те или иные сигналы. Я знаю, что чаще всего при появлении сигнала Trend Change цена реагирует. Но я знаю, что мне эти сигналы необходимо фильтровать. Да? То есть я хочу быть последовательным в принятии решений. Но я постарался вам дать основную основную суть, основную концепцию, по которой мы торгуем в течение очень многих лет. И эту концепцию в последнее время, в 2018 году, мы автоматизировали. Она приобрела вот такой характер. И я вам хочу сказать, что мы настолько сократили время на анализ, да, настолько нам удается сохранять энергию для того, чтобы эту энергию как раз оставлять когда мы в позиции, то есть на управлении, а не когда ты анализируешь, особенно если ты внутри дня каждую минуту здесь все меняется, ты опять анализируешь, тебе не хватает просто на сделки, на управление позицией. Понимаете, да, потому что ты уже устал, у тебя внимание потеряно, там уровень, а тут ты все заранее видишь. Вы заменяете эмоции на последовательность, а последовательность, в свою очередь, ведет к профитам. В общем, большое вам спасибо за внимание, коллеги. Надеюсь, для вас можно сказать, что это вебинар, да, такой заключительный вебинар. Надеюсь, этот вебинар был очень для вас полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Прямо под этим видео вы можете найти всю информацию о тренингах, которые мы проводим, в частности, информацию про систему Trend Trader System. Ну и еще раз счастливого Нового года и до встречи. Пока.